Здравствуйте, дорогие друзья, Барю здесь Айрджан. Всех вас приветствую. Сегодня у меня есть две важные темы. Это первая тема непосредственно заявление президента Азербайджана. Я ее ставлю в самом начале. Это буквально 1 минута, где президент Азербайджана называет нас, армян, нацистами, публично давая интервью France-24, французскому журналисту, где называет армян нацистами, когда речь зашла о наших заложниках, которых они держат у себя незаконно в своих застенках, где алиевский режим учинил просто правовой беспредел. Но это для Азербайджана нормальная вещь. Там право и человек — это совершенно разные понятия. Да? Вот. Ну и вот я вам сейчас предлагаю это прочитать. Там, кто знает английский, поймет, кто нет, там есть субтитры, и можете послушать. Suspicious about some But you can do wrongdoings. something about this, Mr. President, no? What do you mean? Turn the page and grant them clemency or something. You could do a gesture. This is within your powers. These people committed serious crimes against humanity. Imagine after Second World War, Nuremberg trial, and all those Nazi leaders which have been sentenced to death. In 2 months, some would come and say, please release them. It's the same for you? Yeah, absolutely. It's even worse. Even worse. Their crime was even worse than what Nazis did during the World War II. But in terms of turning the page, do you also maybe have some compassion for the Armenians who had to leave Karabakh as a result of the latest war? Our position on that issue was very clear. It was articulated many times. Итак, страна, которая напала на Арцах, страна, которая убивала, перерезала горло нашим старикам, бомбила города и села, убивала мирное население, насиловала, депортировала более 120 тысяч человек из Арцаха, где были применены жесточайшие пытки в отношении мирного населения. Вдруг нас стало называть нацистами. Да не вдруг, И что интересно, наш МИД и правительство Армении молчат. При том, что погромы армян в Сумгаите, убийство, которое осудил весь мир, погромы армян в Баку, убийства, убивали семьями, на глазах отцов насиловали дочерей, на глазах мужей и сыновей насиловали сестер и матерей. На глазах матерей, сестер и жен убивали их мужчин. Это было и в Баку, и в Сумгаите, и в Кирово-Абаде. И эти факты признали абсолютно все. Есть множественные доказательства. Азербайджан оперирует ходжалинскими событиями, к которым армяне вообще не имеют никакого отношения. Это есть заявление ихнего журналиста на судебном заседании. Это есть в показаниях Аяза Муталибова, ихнего президента. Ходжалинские события спровоцировали боевики Народного фронта специально, не дав выйти своему населению с населенного пункта Ходжалы, открыли огонь по своим людям.
и, по-моему, если мне не изменяет память, Чингис Мустафаев, журналист, говорил, что когда эти трупы оказались убиты на их территории, он, когда их видел, все было нормально. Потом, когда он вернулся уже назад, и там была оперативно-следственная группа, он увидел отрезанные головы на их территории. Когда он уезжал, там были их армия, этот Народный фронт и оперативно-следственная группа. То есть они отрезали головы своим, чтобы показать миру, что это сделали армяне. Сейчас это страна. Мы помним события в Джермуке 22 года, когда они ворвались. Были захвачены наши женщины-военнослужащие в плен, как над ними надругались, изуродовали, изувечили, искалечили. И этот фашистоподобный, сам являющийся нацистом, заявляющий на весь мир, что армяне это нацисты, сравнивает это с Нюрнбергом, армяне, которые боролись с фашизмом, он называет армян нацистами. Послушайте, страна, которая осудил весь мир в ее зверствах, и весь мир знает о ваших зверствах, товарищ Алиев, не тебе открывать свой рот. Рано или поздно ты заложников либо вернешь, либо мы их заберем. И Венесуэла не так уж и далеко. Посмотри туда. Рано или поздно ты вернешься и никуда не денешься. И всегда будет на кого их поменять. Поверь. Мы знаем, как с вами разговаривать. Я еще раз хочу обратиться к нашему МИДу. Вы долго будете позволять этому подонку называть армян нацистами, фашистами и говорить о территориальных претензиях к нашей стране, называя опять Западный Азербайджан. Назвал какие-то несколько сот тысяч азербайджанцев, которые вообще никакого отношения к Азербайджану не имели, а в свое время бежали из Ирана, прибыли в Армению. Так что их дорога в Иран, а не в Армению. О каких нескольких сот тысяч биологического материала ты говоришь? Там жило чуть больше 100 тысяч человек по всей Армении. И в основном это курды, которые уехали со смешанными браками. Азербайджанцев в Армении почти никогда не жило. В отличие от армян, которые были в Азербайджане более 500 тысяч человек. И сейчас на глазах всего мира, на всю Европу, президент Алиев называет армян нацистами. Обращаюсь к премьер-министру. Вы долго будете позволять оскорблять армянский народ своей трусливой внешней политики. Вы долго будете позволять вытирать об нас ноги, называть народ, который боролся с нацизмом, нацистами. Вы долго будете прощать эти плевки, вытирание ног об нас. Я призываю военно-политическое руководство жестко отреагировать на слова самого фашиста Алиева, который нас назвал нацистами. Я что хочу сказать. Алиев смелый, пока есть эта власть. Ваша смелость очень быстро пропадет, когда эта власть уйдет. Тогда мы посмотрим, как вы в 93-м голову прятали под подушки, и когда ваша агентура в аппарате президента мне кричала, что все пропало. Более того, посмотрите все свои, ваши ГБшные архивные материалы. И посмотрите, кто организовал приход Алиева и уход Эльчебея. И кто у вас это все там организовывали. И тогда вы найдете там наши ручки. Так вот. И это день, когда придет, когда мы будем у вас внутри чувствовать себя, как и тогда, как у себя дома. Это было, и это повторится. Ни один народ, ни одна страна в мире не смеет армян называть нацистами и фашистами. Армяне потеряли более 300 тысяч человек только из Республики Армения.
дала беспрецедентное количество героев, офицеров, орденов славы, Красной Звезды, боевого Красного Знамени, медали за отвагу, огромное количество генералов, маршалов Советского Союза, адмиралов. Что вы дали, кроме одного Ази Асланова? У вас в больницах до 60-х годов врачей и азербайджанцев почти не было. Там были русские, армяне, евреи, белорусы, украинцы, дагестанцы, там лезгины, аварцы. Вас не было. Город и страна Азербайджан развивалась за счет русских, евреев, армян, грузин, забыл назвать, извините, украинцы, белорусы. Это мы вам все строили, там, все эти народы. Вы где там были? Вы там работали с лопатой. О чем вы тут сейчас голову подняли? Итак, я требую от Министерства иностранных дел дать жесткий ответ этому полуграмотному, который даже, во-первых, говоря о Нюрнберге, даже не понимает, что немецкая армия так и не была признана нацистской. И не все в Нюрнберге были осуждены как нацисты. Во-первых, полуграмотный. Надо было не в казино сидеть в Москве, а учиться. И не на барахолку ходить. Наверное, забыли, когда вы дома у армянина жили, когда находились с папой в Москве. Да? И я тебе напомню слова твоего отца. Может быть, ты не слышал, ты в этот момент вышел, когда мы были на переговорах с Гейдар Алиевым. Который сказал, что я боюсь, после моей смерти он натворит столько дел. И даже если победит когда-нибудь, то потом Азербайджан захлебнется кровью. Это были слова твоего отца. Я сказал, что я боюсь, что его уведут англосаксоны. И еще кое-кого назвал. Его перехватят. И перехватили. Так вот, еще раз хочу сказать. Не сметь оскорблять мой народ. И не доводить до ситуации, когда нам придется показать тебе свои зубы. Еще раз говорю, никто не может армян называть нацистами. Там нету осужденных в Баку, там есть заложники, захваченные террористами и пиратами. Никаких заложников, пленных там нет, там есть заложники, которых пытали, применяли психотропные препараты против них, заставляли давать показания, держали в нечеловеческих условиях. Поэтому я говорю, нацист и фашист говорит про армян, что они нацисты, не имеет права никакого. Не нацисту свой рот открывать, чьи головорезы насиловали, убивали, перерезали горло нашим старикам. И не вы ли, испугавшись, товарищ Алиев, дали команду расстрелять российских миротворцев, которые стали свидетелями ваших зверств? Вы дали команду на организацию диверсионно-разведывательной вылазки против офицеров российского миротворческого контингента. Вы дали непосредственно. Это мы знаем. И знаем почему. Эти люди оказались случайными свидетелями, засняли на телефон. И вами было принято решение убийства этих офицеров, чтобы это видео не попало в общественное поле. Поэтому фашисту и нацисту рот открывать свой никак нельзя. Никак. И скоро это будет продемонстрировано и показано. И Венесуэлу всегда нужно помнить. Всегда. И уже многим нужно помнить Венесуэлу. Более того, мои дорогие сограждане, мы, должны потребовать у армянского правительства сделать резкое заявление в адрес фашиста, который нас называет нацистом. Долго вы будете стоять
униженно слушать его речи. Какой мир? С кем? С Алиевым? Мир. С Алиевым миром быть не может. Ничего с ним быть не может и никогда не будет мира. Алиев готовит аннексию против юга Армении. Он вам поет песни, как Гитлер пел песни Сталину. В итоге вас будут жрать так же, как они попытались сожрать Советский Союз. Только в Советском Союзе было военно-политическое руководство высочайшего интеллектуального уровня, чего в Армении нету. И даже на политическом поле не видно. И даже не видно, какие политические партии, кроме там одного-двух, которых более-менее что-то говорят, можно о чем-то будет говорить. А все вот эти крутые партии, которые заявляют о приходе к власти, многочисленные и так далее, знаем, получаем информацию оттуда, отсюда, что про вас говорят люди с разных сторон. Куда вы идете, остановитесь. Вы только испортите все, еще хуже сделаете. Поэтому, итак, мои дорогие друзья, что я еще хочу сказать. Мы вернемся сейчас к этим малым модульным реакторам АЭС, которые американцы хотят ставить здесь. Мы долго не могли понять, почему Азербайджан, который всегда нападает на Метсаморскую атомную станцию, вдруг замолчал и ничего не говорит. Ничего абсолютно. Мы хотели понять, в чем причина такого молчания. И думаю, так же не может быть. Он кричит про атомную станцию, которая в миллион раз безопаснее, чем американские. Кстати, на Фукусима это американские станции, которые просто размочило в пух и прах, да, и много людей погибло и пострадали. А тут вдруг непонятный атомный реактор новый, которого нигде нету, и Алиев замолчал. Мы начали копать. И И раскопали, мои дорогие друзья. И теперь я вам сейчас зачитаю, что мы нашли. Я обобщу, что мы нашли. Мы начали разбираться, в чем же дело, такое молчание. И что интересно, если мы это раскопали, как это не раскопал Шойгу со своим Советом Безопасности, со своими чекистами, ГРУшниками, сварщиками, там, с СВР. Как это они там ничего не раскопали-то? И что это вы молчите? Опять нельзя про Азербайджан ничего говорить. Тогда и про Армению надо заткнуться. Так вот, что мы нашли? Значит, интересно, что компания NewScale, которая должна здесь это строить, да, малые модульные реакторы, принадлежит компании Fluor. То есть это как втор, да, переводится. Fluor находится, значит, смотрите, это мы нашли документы, сайты и так далее. Из Америки нам подсказали наши друзья. С Израиля нам подсказали наши друзья. Кстати, из Израиля наши друзья нам сказали, а вам не странно, что Алиев молчит? Может быть, покопаетесь, найдете, почему вдруг Алиев молчит. И почему Венс сначала прилетел в Армению, а потом полетел в Баку. Я вам скажу, Венс находится в коррупционной схеме с Алиевым, с Акаром, с компанией NewScale и Fluor. Он зарабатывает на этом деньги, это уже вне сомнений. Итак, Fluor находится в прямой, мы посмотрели все документы, взаимоотношения между Сакаром и NewScale и компанией Fluor. Значит, и что мы находим? Значит, находится в прямой зависимости от азербайджанской госкорпорации СОКАР. Вот вам и причина молчания Баку, где вице-президент США Венс является основным лоббистом с Алиевым. Наш анализ пошел в Конгресс. Мы отправили некоторым людям. Конечно, не республиканцам, а демократам. Мы отправили о том, что идет большой сговор и заговор, который нанесет нашему региону колоссальную опасность, за которой рано или поздно ответит правительство Соединенных Штатов, и эти убытки будут не миллиардами, а триллионами. И мы предъявим им обвинение в Международном суде и в Нюрнбергском трибунале. Этой команде
Трампа, который решил из Армении сделать полигон обкатки. Итак, значит, более того, мы этот анализ отправили еще и в МАГАТЭ, чтобы было понятно. Итак, налицо все признаки коррупции Венса с участием Алиева и компании Флор. Что интересно, в лице России, в лице Марии Захаровой и Шойгу, Совбеза, не раскопали и не хотят раскапывать, что это к Сакару. Это табу. И так Азербайджан теряем. Сейчас еще что-то скажем. А что, не можете доказать? Я вам пришлю материалы. Скажите, что идет в регионе большой сговор, который приведет к экологической катастрофе. А он приведет. Итак, мы сейчас, я уже говорю вам наш анализ. Конкретный разбор финансовой связки компании Флор, Сокар и Ньюскайл. Значит, финансовый вес Азербайджана, доля Флор Corporation, это сервисная инженерная компания. Ее прибыль напрямую зависит от объема баклог, это портфель заказов, да? Критическая зависимость Сокар от Сокар, критическая зависимость данной компании от Сокар с 2015 года по состоянию на 25 год, 26 год, Флор является эксклюзивным партнером Сокар по управлению проектами PMC. Итак, суммы. Проект модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и строительство комплекса GPC. Это заказы с суммарным оборотом свыше 15 миллиардов долларов. Представляете? Доля портфеля для сегмента Follower Energy Solution, энергетические решения, значит, да? Заказы из Азербайджана исторически составляют от 5% до 8% всего мирового портфеля заказов. Потери такого клиента из-за политического конфликта в Армении – это прямой удар по капитализации Фловер и Ньюси. Поэтому исключено. Если бы Алиев сказал, там не строй и так далее, ничего бы, Флор ничего бы не строила. Потому что, объясню, Ньюскайл и Флор напрямую зависят от финансирования Сокар. Напрямую. И, соответственно, у Азербайджана есть большой рычаг лобби на эти американские компании. И решения принимались там. И, возможно, разговаривали с нашим руководством. Хочу сказать так. Это не работа Венса, это работа ничья, не Пашиняна. Это было решение принято между компанией Флор, Сокар, дальше лоббинг в Вашингтоне и совместное влияние и давление суда. Итак, связь Ньюскайл с Флор. Кто платит, тот и заказывает музыку. Значит, и кто платит, тот заказывает Ньюскайл. Ньюскайл долгое время была убыточным стартапом. Который существовал на деньги Флор. Финансовая пуповина. Фловер инвестировала в Ньюскайл более 600 миллионов долларов. До сих пор Фловер обеспечивает Ньюскайл инженерную поддержку и цепочки поставок. Дальше идем. Управление. На февраль 26 года Фловер сохраняет за собой 39% акций и ключевые места в совете директоров. Суть связи Ньюскайл не может... Суть связи Ньюскайл не может принять решение о строительстве реактора в Армении без одобрения Фловер. Никак, ни при каких условиях и никогда. Запомнили? А Фловер не может одобрить проект в Армении,
не оценив риск потери многомиллиардных контрактов SOCAR в Азербайджане. Механизм влияния Азербайджана на проект в Армении. Азербайджан имеет рычаг отложенного вето. Коммерческий шантаж в чем заключается? SOCAR может намекнуть Follower, что продолжение работ в Армении осложнит продление контрактов по модернизации НПЗ в Баку. Дальше мы анализируем лоббизм. Follower один из самых мощных лоббистских аппаратов в Вашингтоне. Это мы проверили, это совершенно точные данные. И если Баку надавит на Follower, лоббисты компании могут начать тормозить экспортные лицензии для Армении в Госдепартаменте США под предлогом недостаточной безопасности площадки. Дальше. Политический аспект. Или, как назовем его, фактор Пашиняна. Я анализирую. Почему Пашинян идет на этот риск, зная о связях акционеров? Сделка гарантии в обмен на влияние, судя по динамике переговоров начала 2026 года, расчет делается на то, что присутствие компании, завязанной на Азербайджан, делает сам ядерный объект в Армении неприкасаемым для ударов со стороны Баку. Это я говорю, когда человек умеет стратегически мыслить. Но я не думаю, что Пашинян использует именно этот политический аспект как свой собственный фактор. Потому что влияние SOCAR настолько большое на эту американскую компанию, что он не может никак повлиять. Берем, рассмотрим дальше. Может быть, экономический прагматизм Пашиняна. Пашинян пытается, возможно, создать ситуацию, где акционеры Follower, Samsung засветился здесь у нас, будут одинаковые интересы и в доходах от SOCAR, и в доходах от армянской АЭС, тем самым вступая единственными посредниками в нормализацию отношений. Ну, я так не думаю. Не думаю, что это такое. Итак, какой вывод? Итоговый вывод. Финансовая зависимость NewSkyle от Азербайджана опосредованная, но критическая. Через материнскую компанию Follower 39% акций, напомню. Азербайджан в лице SOCAR имеет возможность влиять на сроки и стоимость реализации проекта в Армении. Выбор этого поставщика – это не только технологическое, но и политическое решение, ставящее безопасность армянской энергетики в зависимость от бизнес-аппетитов американского подрядчика в Баку. Таков анализ, к которому мы пришли, изучая все документы, связанные с деятельностью тех компаний, которые эти атомные станции должны здесь будут строить. Надеюсь, мы этого не допустим. Но примечательно, что за этим делом, и мы знаем, что есть очень серьезные лоббисты у этих компаний в Вашингтоне. И мы думаем, бабло, баблусеньки, бабуленьки к Венсу потекут. А он, возможно, будет делиться с Трампом. И поэтому мы обращаемся к Конгрессу и Сенату США начать расследование против вице-президента Соединенных Штатов о его незаконном лоббизме, возможно, коррупции и как он связан с этими вопросами. И мы такой вопрос в Конгрессе и в США, в Конгрессе в США и в Сенате поднимем. Нам уже обещали и в Конгрессе, и в Сенате. Сейчас просто наши специалисты уже
наши друзья в Вашингтоне, в Америке, работают над рядом документов, которые будут переданы для поднятия вопроса о расследовании в отношении Венса и Трампа, в этой коррупционной составляющей, связанной с ОКАРом, и посмотрим, как глубоко эти цепочки приведут в Армению. Дай Бог, чтобы в Армению эти цепочки не привели. Но даже если приведут, нам удивляться будет абсолютно нечего. Наше дело – это помочь обществу понять, что происходит. Я хочу подчеркнуть, мы пока власть в Армении не обвиняем. Предположим, допускаем, что они не в курсе, что за цепочка взаимоотношений в Баку у этих компаний. Но расследование уже идет. И идет оно на территории Соединенных Штатов. Или некоторые наши друзья за рубежом нам помогут, зная эти компании, различными каналами, формами и методами помогут добыть и опубликовать эти вещи, а дальше будут переданы эти материалы в МАГАТЭ, Конгресс Соединенных Штатов, Сенат. Не исключаем, что в Росатом для экспертной оценки и анализа, и в Армянскую академию наук. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Но ряд конгрессменов и сенаторов обещали на первом этапе провести свое закрытое расследование и поднять все документы и бумаги. И я думаю, что грандиозный кипиш еще впереди. На этом все, мои дорогие. Удачи.